Так, продолжаем. Что-то долго мы перезагружались после вылета. Настолько долго, что кроме вылета игры еще и стрим сам отвалился. Мало мне было одного вылета, так еще и второй. Так еще и второй приперся. Так, мы сюда идем. В этом мире каждому из нас назначена служба. Если тут появятся машины или разбойники, нужно остерегаться. Я послал гонца в жилу, нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, ты только скажи. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо о том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд-кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы, что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась. Теперь не она мучается, а вы. Вы не успели с ней попрощаться. Это так очевидно? Ты права. Я думаю о своей боли, как и о ее. Есть лишь один способ унять эту боль. Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Ну что, значит, мне нужно идти к водяной мельнице. Уделишь мне минуту внимания? Эй, дюжие приключенцы! Желательно без друзей и родных, но сойдут любые.
склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Или у него для нас. Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубая сила это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги, потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Но нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно, не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Следы. И на них огнежар. Не хотите ли поучаствовать в одном весьма доходном Тащите ведра! предприятии? Будем передавать по цепочке! Бери, что нужно. Не нужно. Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня Давай освобождения. поговорим. Это будет яркая беседа. Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Дервал все-таки пробрался во дворец. Дервал. Жаль, не увижу. Броня не спасет! Ищи укрытие!
И снова здравствуйте. Да, и снова здравствуйте, Оливка. И вам доброе утречко снова. Сбегали уже в магазин? Чего прикупили? Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь с тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая-то там струйка дыма! Уберите этот звук. Как его уничтожить? Уничтожить. Спасибо. Тогда мне придется что-то оставить. На голову легче стало аж. Что это? Гель для стрижки. Ой, для стрижки, для Та стирки. самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. Вот как. Ну и это экстриму ничего сухарики не погрызть. О, вот это Я все хорошее равно дело. окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Какие сухарики, с чем? У нас гости! У нас гости. И Нифига почему себе, как ты Завада умеешь. всегда дерут? Ух ты, как ты умеешь. Какая классная штука у тебя. А у меня покруче штука. У меня была Бум. армия. Я убивал соколов и лихотеев, а ты лишь дикарка. Бум. Вот и все. Это еще Моя не штука всё, покруче. Любой мастер Азерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Бум. Надеюсь, это не на меня. Эти кровожадные красавцы гор. Я надеюсь, Горите, ты любишь горите, с ними ясно. драться, потому что у меня их еще много. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Можно тебя добить, а? То будет лежать там и гадости говорить. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Эти кровожадные красавцы. Я надеюсь, ты любишь с такими драться. Потому что у меня их еще много. Полегче. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Зажали, зажали. Вот и все.
Восстановили боезапас. Хрустим. Барная коллекция. Сырные палочки и стейк с черным перцем. Я, конечно, не то чтобы мега часто всякие чипсы, сухарики поедаю, но иногда так хочется. Ну, так хочется иногда. Ну, так хочется, так хочется. И сейчас тоже так захотелось, вот так захотелось. Нужно было взять телегу. Так, может уже добьем его наконец? Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. О, да-да-да, давай вот Но этим могу большим сделать это и сам. молотом. Давай. Я не боюсь. Лепёшь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в Жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь. Убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит Король Солнца. А еще у меня тут картошечка пюре с жареным цыпленком есть. Ух ты, тоже неплохо. Тоже хорошо. Прям по всем фронтам пошло соблазнение едой, да? Элой, сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Да, я опять соблазняю тебя на еду. Ты спасла мне жизнь. Не, опять Ты основа. спасла Меридиан. И благодаря Но, к тебе счастью или к убийца будет несчастью, наказан. я перед стримом уже поел. Так что Мы сможем сегодня оплакать Эрзу. соблазнить зная всю получится, горькую конечно, но не сильно. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. А вы с Эрзой... Ну, Полагаю, теперь мои чувства к ней и так понятны, правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Думаешь? Отношения между Карха и Азерам в Меридиане и так напряженные. Ну, уже не уверен. Союз Короля Солнца и воительницы Азерам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланами. и кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. А что теперь будет с Дервалом? Ну, пока пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник? Не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Азерам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. Знаю, кто напал на Нора. Группа Карха Тьмы под названием «Затмение». Они поднимают древние машины, и с ними нанесут удар по Меридиану. Вот как. Твои слова подтверждают то, что говорил мне Марат. Группа Карха Тени, и у них зараженные машины. Когда они собираются напасть? Пока не знаю. Что ж, мы подготовимся. Сообщай обо всем, что узнаешь. Эй, я еще там не все спросил. Хочешь поговорить? Да. Зачем я вам нужна в Меридиане? Мне кажется, это очевидно.
Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне очень нужна такая помощница. Начинается. Я чувствую, я чуть позже буду делать фасолевый суп с копченым беконом и копченой паприкой. Если ты пытаешься опять меня соблазнить, то тут не получится, потому что все, что связанное с фасолей, горохом, вот такими вот вещами, я не то чтобы очень сильно люблю. И даже там с беконом, с паприкой, вот со всем этим, даже это мне не то чтобы сильно приукрасить, чтобы я прям очень сильно захотел этого. Так что... Я правильно поняла? Вашу принцессу еще не успели похоронить, а вы уже предлагаете мне занять ее место? Что? Солнце и тень? Я не об этом. Хорошо, я понимаю, мое предложение прозвучало бесцеремонно, но я не хотел тебя оскорбить. Я никак не ожидал, что этот разговор пойдет так. Я навечно тебе признателен. И тебе всегда здесь рады. Надеюсь, таких конфузов больше не повторится. Надо было выбрать другой вариант ответа, а то действительно произошел какой-то конфуз. Прощай, Элой. Может, когда придет время, мы встретимся. Прощай, король. Дополнительно поговорить с Дарвалом. Да давайте поговорим уже потом с Рендом. Эх, ну ладно. Ну, у тебя еще есть шансы хорошие. Давай поговорим. Это, наверное, будет шпиль. яркая беседа. Какой он огромный. Вот и он. Пришла позлорадствовать. Да. Ну что ж, как видишь, я занят. Да. Не надо мне на Это нервы всё? давить. Ничего у тебя не выйдет. И это весь разговор. Как весело потешаться над пленником. Умора! Думаешь, ты умная, потому что у тебя есть эта железка на лбу? Спорим, если бы не она, ты бы не смогла разобрать мою бомбу. Думаешь, я спекся? Не надейся. Я еще Ой, не такого. все с тобой понятно. Не, я думал, какой-то будет более интересный разговор, подлиннее, а тут проливать кровь в конце солнца. одна-две фразы. Вообще фигня, а не разговор. Есть минутка поговорить со мной? Солнце требует крови. Что мы могли поделать? Проклятые озера. Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну хватит. А то расплачусь. Так, что теперь ждет Эренда, капитана авангарда? Отправлюсь ненадолго в Жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги, без трёпа.
Как думаешь, что Азерам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж, Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. О, да. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. для тебя всегда есть минутка. Может, даже 2. 2? Ха! Я ей нравлюсь. Ха. Ну вот и прошли квест. Плюс очко навыков, плюс опыт. 35 уровень. Угу. Он самый. Навыки, навыки. Дальше берем это, потом это будет следующим. Что по квестам? Сюжетный квест это остался у нас как раз вот этот, который далековато. Так что давайте сегодня, наверное, еще доп. Квесты доделаем, которые там у нас остались по мелочи. Но эти обучающие я делать не буду. Зараженные зоны я вне стрима сделаю, так как они пока мне важноваты. Вот эти 2, по крайней мере, оставшиеся котлы мы все сделали. Охотничьи угодья я тоже делать не буду, как и обучающие. Это мне не интересно. Лагерь разбойников. Это надо сдать квест, он уже выполнен. Надо только получить награду. Как раз давайте отправимся за ней. А вот тот сюжетный квест, который там в тех далеких землях, это уже, наверное, на следующий стрим оставим. Продолжим там сюжетку дальше, пока доделаем мелочь всякую, которая осталась еще с прошлого стрима. Если считать первый прошлый стрим и этот еще, то мы уже стримим около где-то 2 часов. Значит, где-то еще часик, наверное. Посидим. Так, я не туда бегу, мне надо сюда. За этот часик надо бы доделать, постараться доделать все дополнительные задания, которые там остались. Которые еще не успели доделать. Это мне понадобится. Помнишь, как кровь стучала в ушах? Потом все затихнет. Так, сначала этому квест сдадим. Это призыв к оружию. Зов потаенных желаний. Или зов о помощи. Я бы услышал. Наверняка. Наверняка. Так ты был солдатом? Сражался за Карха? За них, против них. Империя не может жить без войн. Нас не спросят. Но новый король Авад был иного мнения. Он начал расследование военных преступлений. Разве не всякая война преступление? Тем не менее, я вызвался добровольцем. Ты вызвался вести следствие? Нет, я добровольно сознался. Нет смысла тратить время на расследование. Ну и солнечная скала на 2 года. Справедливо. И что же ты такого сделал, Нил? Все было приемлемо, с учетом обстоятельств. Приемлемо для кого? Это не мне решать. Скажем, правила боя меня устраивали.
Но правила должны быть. Это структура. Клетка. Без них, знаешь, встречаются пустынные места, где раньше была жизнь. А теперь дыра на лице мира. Скорее всего, это моя работа. Ты 2 года сидел на скале? Это что, какой-то обряд Карха? Да нет, солнечная скала — это тюрьма. К югу от Меридиана, к югу от протоков. Наш новый король верит в перевоспитание. Как и я. Подыхая от жары в темном каменном мешке, я наконец осознал, что для меня в жизни действительно важно. Напарника себе нашел? Думал, я твой напарник. Мне нужно идти своей дорогой, Нил. Ну уж На ней нет. как раз много разбойников. Меня это устраивает, я же не жениться предлагаю. Я не одинок, когда есть кого убивать. Ну. Пора идти. Краткий эпизод для нас и финал для них. Хотя стоит ли о них горевать? Нет, не стоит. Мне самое главное, что квест выполнен, опыт получен. Что там новое? Пустил. Еще поговорить? Сладко и горько. Как улыбка на разбитых губах. Что такое? Ты разочарован? Разбойников не стало. Говорят, еще одна шайка повернула назад, едва прослышав о нас с тобой. О, нет. Для того мы и проливали кровь, чтобы покончить с ними. Но теперь больше некого убивать. Разве что... Вот беда. Нет. Ну, думаю, нам пора прощаться. Ну, после всего, что мы пережили, так не годится. К югу от Меридиана есть плоскогорье, откуда видны древки. Жди меня там. Он что, хочет со мной теперь драться? Маньяк-убийца какой-то. Нил, а я как раз шла и думала, не заманишь ли ты меня в западню? Какой в том интерес? Из грязного разбойничьего лагеря все-таки никудышняя арена. Но это куда лучше. Тут есть драматизм. Ясно, дуэль. Ну, что скажешь? Попробуем убить друг друга. Ну, раз уж вы настаиваете. Стоп. Ты что, позвал меня сюда на поединок? До смерти. Только спешить не будем. Давай растянем удовольствие. Вообще-то этого следовало ожидать. Ну, раз ты настаиваешь, Нил. Настаиваю. Только ты ведь такая совестливая. Не хочу склонять тебя к чему-то против воли. Особенно к смерти. Тут важна искренность. Ты очень заботлив. Покончим с этим. Давайте-ка сразу по-быстрому. С тяжелой артиллерией. Оу! 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 И еще раз. Оу! И еще раз. И еще раз. И еще раз. Какой же ты жирный, только половину хп снес. Ты знала, что все закончится именно так. Вот это дуэль, вот это, конечно, да. Ну а что, я не хочу запариваться и растягивать прямо тут нечего. Раз-раз и все, сразу с тяжелой артиллерией, нечего тут
выпендриваться. Не переживай ты так. Я бы сказал, с первой нашей встречи я знал, что все этим кончится. Но если по правде, я думал, я сильнее. У тебя просто нету тяжелой артиллерии. Ты не подготовился. Вот и все. Цепочка квестов с этим сумасшедшим закончена. Теперь надо с еще одним сумасшедшим закончить цепочку. Ой, не то нажал, не то нажал. Ты на меня дурно влияешь. Уже самой молнии мерещится. Вкус. Железо высекает искры из точильного камня после вкусия. На, коснись языком и... Нет уж, это ты давай без меня. Что-то не так? Ты напуган? Мне пора идти. Он все. И тебе тоже. Мне тоже. А как же история? Я сразила буревестника. Сразила. Ты так сильна, и ты права. Долг есть долг. Но хватит истории о былом. Все прожиты, все ушли. История о будущем. Я видел, что грядет буря. Будущее пожирает и людей, и машины. Да, оно поймает меня, поймает всех. Довольно охоты, хватит видений. Я убегу. Пойду за солнцем на запретный запад. Я не понимаю, то есть я и раньше не понимала. Нас ждет что-то плохое? О, да! Джунгли в огне! Голубое сияние машин, умирающее в клубах пепла. Ты, павшая, бледная, как снег, не видящие глаза в небо. Железный мир, но не тот, что я искал. Будущее — страшный сон, охотница. Меня зовут Элой. Ты понравилась мне. Твоя пытливость, твое неверие, Элой. Если переживешь эту бурю, найди меня. Я буду рад. Где? На западе? В буре? Во снах. Да. О боже, наконец-то этот сумасшедший квест закончился. Какой же он был долгий и душный. Это, наверное, был самый длинный доп-квест. Я его делал уже, не знаю, 3 стрима. Еще начал его делать на позапрошлом стриме где-то. Или вне стрима начал делать. На прошлом стриме продолжили, все никак не доделали. Сегодня вот не стрима еще побегал, доделал и вот сейчас сдал наконец ему этот квест, и все, мы попрощались с этим любителем железа. Он ей предложил батарейку лизнуть. Что-то типа этого. Он такой любитель железа, как я уже сказал. Любит кровь роботов, любит провода, железо, вот это вот все прочее. Очень странный, мягко говоря, человек. Здесь таких много. Так, следующий квест.
Ты лекарь? Это ты, Галиф? Лекарь. Я планировал провести этот день в тоскливом созерцании земель, куда меня изгнали. Ну, Но ты не из закатной крепости, а это любопытно. Я пришла из лагеря беженцев. Там больная девочка. Ее брат сказал про тебя. Сразу нет. Что? Нет, я не могу потратить на нее ни лекарств, Сразу нет. ни своего времени. Мои запасы на исходе. Абсолютно. Вместо чистых повязок мне приходится накладывать какие-то грязные тряпки. сразу нет. Ты ей не поможешь? Поставь себя на мое место. Что мне делать? Я могу пополнять запасы лишь одним путем. Контрабандой. Это дорого. Бегемотова доля уходит солдатам. Еще, конечно, нужно обслужить цитадель. Соколы Гелиса вечно так и норовят обо что-нибудь пораниться. Что осталось, уходит аристократам, которые щедро платят мне за услуги. Поставь себя на мое место. Маленькая девочка больна. Что ж, в таком случае, боюсь, нас с тобой просто разделяет идеологическая пропасть. А что мешает мне притащить тебя силой? Во-первых, переполох поднимется. Тем более, вряд ли ты захочешь лишить Карха Тьмы их единственного лекаря, так ведь? Мы едва знакомы, но соблазн велик. Обращайся в цитадель. Они решают, кому жить, кому нет. Ты даже не представляешь, какое наказание меня постигнет, если я потрачу последние запасы на какую-то беженку. Каков мерзавец. Скотина ты, а не лекарь. От Скотина совести ты. нет лекарства, но за время службы я выработал к ней иммунитет. И все же, если ты так переживаешь за эту свою девочку, сделаю благородный жест. Только в обмен на сердце Громозева. Тоже мне благородство. Ты что, с ума Это сошел? честная сделка. Погасишь мои долги, хоть часть. Эта деталь у меня есть. А, да? Вот как? О, Значит, мы ну слава договоримся. богу. Я уже Давай думал, же сейчас поскорее буду успокоим твою опять об бедную стену душу. лбом биться. Поможешь девочке, оно твое. Я подожду. Да брось, клянусь тебе, эта девочка еще застанет наше скорбное будущее. Нас не должны видеть вместе. Иди вперед меня в трущобы, я тебя найду. Все-таки из толпы ты выделяешься. Повезло, что у меня уже при себе было сердце. То бы сейчас пришлось опять полчаса возиться с тем гигантом. Привет, Герт. Нет, Зачем комикс ты сюда-то не прочитал. Тебе нужен клад смерти. Ага, и название такое многообещающее. Затмение знает, что ты живая, Лой. И если их агенты тебя увидят, ты не сможешь отбиться. Звучит довольно зловеще. Да, блин. Да, согласен, блин. Еще тот блин. Блин из всех блинов самый блин. Блин со сгущенкой. А не просто блин. Это ты? Здравствуй. Я привела к вам лекаря. Как тебе? Чем мы заслужили такую? Нет, стой. Даже спрашивать не хочу. А то вдруг тень пройдет и все исчезнет. Умненький. Лекарь приложит все усилия. Так ведь? Если только меня перестанут отвлекать, да. Когда? Что, комикс когда? После дождичка в четверг такой ответ вас устроит? На сегодня мне приключений достаточно. Как ее зовут? 36 уровень. Да, знавал я одну Шиану. Она пела в таверне. А у твоей сестры хороший голос? Она любит играть в мяч. Хочет стать солдатом. Очень жаль. Спасибо огромное, что подарила сестре шанс. Ну, типа прошли квест. Я доволен, наверное. Что там дальше?
Нет, не устраивает? А какой устраивает? После снега в августе? Ну это да, это еще получше вариантик. Согласен, это получше. Таков и меня даже устраивает. Наверное, это и есть солнечный перевал, где Банук хочет нарисовать свою метку. Каков у нас прогресс там сейчас, кстати? Ровно 60%. Ну, почти 61%. Хорошо, идем хорошо. Уже больше половины. До 20 числа, надеюсь, успеем. Ну, не ори. Все? Я рад покинуть город. Все. Коршуны. Я так и не понял, откуда у тебя на канале 15 тысяч подписчиков. С шортса. Открой плейлист шортсов и найди там шортс, в котором почти 3 миллиона просмотров. Вот с него. Вот именно с него. Правда, зрителей на стримах от этого почти вообще не добавилось. Потом ведь новые прилетят. Подписчики есть, а зрителей нет. Машина никогда не кончится. Парадокс. Но я тебя поздравляю. А я тебя благодарю. Мы живем, пока жива нас память. Я должен нарисовать эту историю. Памятник павшим шаманам. Мудрости, которой Карха нас лишили. Машинное масло сбережет рисунок. Сбережет память, несмотря ни на что. Шорты всему голова. Согласен. Я благодарен тебе. Я никогда и не планировал как-то особо на них зацикливаться на своем канале. Просто когда-то там решил по приколу, прям так скажем, парочку штук сделать. С нарезок со своего стрима. Своих стримов, точнее. А потом закрутилось, завертелось, вот. Все чаще и чаще со своих стримов что-то начал выискивать, вырезать. И вот иногда такое случается, что какие-то шорты очень сильно так заходят. Оливка, ты ничего не видел? Свежатина. Прикол вышел из-под контроля. Да, это было, мягко говоря, неожиданно. Мне уже когда-то давным-давно был шортс, который здесь там несколько десятков тысяч набирал, но это было очень давно, и я уже привык к нему.
А тут не то, что несколько десятков тысяч, тут несколько миллионов. Это для меня было вообще что-то сверх необычное, сверх неожиданное, сверх сумасшедшее какое-то. Оу. 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 Крокодайл. Здравствуйте. Оу. Раз. Два. Экс. Ну я все слышала. А что ты слышал? Я вот ничего не слышал. Ты что-то слышал? Самое главное, что ты ничего не видел. Когда мы выбрались из клеток на свободу, я бросилась через эту прогалину, думала, подруга за мной. Я убежала, а она осталась. Спасибо тебе, ты помогла мне вернуться. Не хочу тебя торопить, но тут нельзя долго находиться. Я понимаю. Я уже видела это во снах наяву. В заводе я найду браслет с семенами, который она обронила. Семена лопнули, раскрылись, проросли. Она уходит из моих воспоминаний в память леса. Я скажу ей, что это я здесь, погибла и стала чужой на родине. А она живет и с каждым посевом, с дождем, с урожаем. Что такое? Вот он. Ее браслет. И я думала, она за спиной. Но там лишь мое отражение. Хочешь побыть одна? Я впервые осталась одна. Так, возвращаемся. Слышала то, что мне больно видеть. Черт, Элой меня подставила. Это все она. Нет, чтобы промолчала. Надо было ей прокомментировать все, да? Как назло. Кстати, здесь в игре есть енотики. И я ни на что не намекаю. Просто констатирую факт. В этой игре есть енотики. Да, ему не удалось. Я их видел. Просто видел. Куда мне надо? Лабиринт, этот город мне нравится. На этот раз Азеррам зашли слишком далеко. Так, сдаем квест. Значит, вы вернулись в храм? Да, меня позвали. Жрецы захотели выслушать мое мнение насчет примирения с другими племенами. Они слушают. По крайней мере, начали слушать. Перейти от слов к делу не так просто. Мы их убедили? Ты убедила. Я хотела просто, помочь скорбящим. Ты указала им путь. Будущее тебе знать не дано. Такова доля жреца. Тебе бы пошла красная мантия. Нет, спасибо. Нет уж. Тем более, вы не принимаете женщин. И это наша ошибка. Иди в свете. Да озарит солнце твой путь. Спасибо, Наман. Честно говоря, скоро свет мне очень пригодится. Как же здесь много намеков на повестку.
Сильные женщины, все дела. В том числе главной героини. Даже без этого. Так, опять у меня дофига модификаций. Надо разбирать срочно. Как-то так. Навыки копим. Идем дальше. Комплекты быстрого перемещения надо сделать опять, а то заканчивается. Снова. Раз, два, три, 4, 5. Хватит. Это можно хранить. Ну а ты как думал, мои еноты везде. Ну много, где много, да. Уже не в одной игре замечал, это точно. Иногда нужно отдыхать. Меня предупредили о тебе. Ты ищешь ответы. Ну, все довольно просто. Мы берем ценные вещи у тех, кому они не нужны, потом продаем их, а выручку отдаем бедным в закатной крепости. Да ты что? Где сейчас меч? У нас. Мы его еще не продали. То есть вы воры? Можно и так сказать. Воруем у свиней, которые веками живут у корыта. Раван не похож на свинью. Да он такой же, как и все они, упивается своим богатством, пока низкородные страдают. А кому именно вы помогаете? Не этим сволочам в крепости. Мы стараемся, чтобы у бедолаг в сумраке было что поесть и чем замотать раны. Они ушли на запад не по своей воле. Уж поверь, я знаю. Мою жену заковали в цепи с прислугой и увели силком. Они умерли от голода на этой цепи. Мне жаль. Мне тоже. Ну и что прикажешь мне делать? Уйти? А давай ты нам поможешь. Я слышал, что ты хороший следопыт. Мой партнер Нассан пропал рядом с выжженным берегом. Вез в закатную крепость немалый груз продовольствия. Найдешь эту еду, поможешь многим. Я подумаю. Но ты должен вернуть меч Равану. Знал, что ты это скажешь. Ладно, вернем мы ему меч. Нассана ожидали в старом лагере на развилке у выжженного берега. Начни искать там. Но осторожней. Там полно машин, а еще полно карха тьмы. Я имею в виду не страдальцев, а их мучителей. Просто замечательно. Сколько вообще квестов у нас еще есть? Один сюжетный, это который далеко, 5 побочных и 2 дела. И все. Все остальное не считается. Значит, грубо говоря, 7 квестов. Ну, все меньше и меньше как бы их становится. Это меня радует. На прошлом стриме, когда мы прям по полной их делали, было их куда побольше. Форт Карха Тьмы. Около 20 вроде как было даже. Что такое?
Я только телепортировался, меня уже стреляют. Убивают. Чуть-чуть не Я умираю. Сейчас на тебя обрушится ярость солнца. Пустяк! Так, тяжелая артиллерия. Пусть мои стрелы летят только... Бум. Одного за другим. Не обращай на меня внимания. Все. Да, Насан у них. Я должна Я ему что-то помочь. слышал. Тут еще один. И еще. Окружай нечестивцев. Глубокая рана. Воу-воу-воу. Это было больно. Ух, сколько всего. Да, это полезная штука. Да. Я от Киндива. Я тебя вытащу. Думал, старый хрыч про меня забыл. Выходит, за мной должок. Идем сюда. Выходит, да. Какая красивая крыша. Прыжок веры. Уи. Киндив рассказал мне про еду. Они ее забрали? Нет, я спрятал. В закатной крепости много голодных, которые ее ждут. Хорошо. Послушай, когда вернешься в Меридиан, иди к аристократу Равану. Если все объяснишь, он поможет. Просить помощи у высокородного. Фу. Но теперь-то я не могу тебе отказать. Но сперва доставлю еду. Удачи. Давай, давай. Все, идем сдавать квест. Еще один. Так, мы уже где-то 2,5 часа стримим. Надо будет глянуть еще раз после стрима, уточнить, сколько нам там еще по сюжетке продвигаться осталось. Может, даже есть шанс, что следующий стрим будет финальным, но я что-то сомневаюсь. Уж больно как-то мало мы по сюжетке додвинулись, чтобы прям уж
финалу идти так. Но зато по дополнительным мы очень сильно продвинулись. На прошлом стриме, на сегодняшнем прям кучу квестов Ко сделали. мне обратился некий Насан, и мы пришли к соглашению. Я думаю, многие беженцы скажут нам спасибо. А началось все с украденного меча. Как говорится, следуй за тенью, и ты найдешь пламя. Да, красиво сказано. Задание завершено. Плюс коробочку какую-то дал. И прочее, прочее. Не, до финала далеко еще. А ты что, Оливка, шаришь, что ли? Я хотел как раз спросить, знаешь ли ты эту игру, может видел у кого-то? Но предположил, что ты опять мне скажешь, что ты и игры, не, ничего не знаю, ничего не видела, ничего не играла, тем более. Но судя по этому сообщению, что до финала далеко. Ты что, смотрела это прохождение у кого-то? Ну-ка, ну-ка. По крайней мере, по ощущению от прохождения купленного. Вот оно чё, Михалыч. Вон оно чё. Она тут же ринулась в бой и заслонила наши короля. Чистый пол — это мелочь, но все равно приятно. А Куплинов тоже делал все доп-квесты? Или он только по сюжетке шел? Недавно двигали. Отлично. Следы. Ну, я, по крайней мере, пока что сужу в основном по вот этим вот процентам. Степень прохождения игры у меня 62%. Это учитывая, что у меня еще куча всяких коллекционок на карте осталось, которых я не собираю вообще. Вот эти вот. Их я не собираю, еще там охотничьи угодья вообще не делаю, эти квесты, они мне не нравятся. И вот эти обучающие задания тоже не делаю. Учитывая, если я все вот это вот не делаю и не собираю, то это еще по-любому кучу процентов добавляет. И еще, наверное, там останется как раз для сюжетки какие-то проценты. Я поэтому сужу, сколько я уже примерно прошел или сколько мне осталось. Ну а допы так сяк, что-то делает, что-то нет. Ясненько. Я вот стараюсь, по крайней мере, то, что мне интересно и то, что я считаю нужным, стараюсь все поделать. Вот, по крайней мере, вот побочные вот эти вот 4 квеста доделаю по-любому. Эти дела доделаю по-любому. Лагеря разбойников я уже сделал все. Длинношей я уже собрал все. Угодья вот эти я делать не буду, они мне вообще не понравились. Полная фигня. Котлы я тоже все сделал уже. Зараженные зоны я тоже стараюсь делать все, но остались вот только вот эти две, которые пока мне еще сложноваты. Это тоже делать не буду, это мне не интересно. Ну и сюжетка. Навыкам тоже хотелось бы прокачать все до финала. Не знаю, получится ли. Какие-то коллекционные предметы я вот пособирал, конечно, но это чисто случайно. Пока я где-то бегал и случайно наткнулся на какие-то вот эти кружки, цветочки. Так специально я не бегал, ничего не собирал вообще. Лень. Так, идите по следу.
Возьму в дорогу. О, енотики. О, во. Да, вот он. Оливка, это твои коллеги. Сбежал. Да дальше, я потерял след. Смотрите местность. И куда дальше? Ну отстань. Это мои подопечные. Нужно включить визор. Проверить, что он видит. Точно. Визор, так я включал, я же смотрел. Ну вот идет путь. Вот здесь заканчивается. Гнилые фрукты. Хотя О. кроликам вроде нравится. Ага, вот Я же это нажимал. еще несколько фруктов. Разглядеть бы их только в этой траве. Опять идите по следу. Это последний фрукт? Так, кабаны, отойдите-ка в сторонку. А теперь отпечатки ног. Какой интересный квест. Просто идем по следам. Все идем. Залез наверх. Ради солнца, прости меня, прости меня. А вот и наш вор. И он Эффектное появление.
теперь что? Ну-ка. Спасибо, дикарка. Ты отвела от меня Дикарка. солнце. Чего отвела? Это да. Это Я благодарность. сбежал из закатной крепости не так давно, зная, что в Меридиане мне уже нет места. И стал воровать еду у торговки на пестром рынке. Есть хотелось. Но солнце покарало меня, наслав коршунов. Думаешь, они напали, потому что ты вор? Ну, конечно. А если мне попросить у нее прощения, будет ли это спасением от коршунов? Я разобралась с коршунами, но тебе правда лучше перед ней извиниться. Она добрая женщина. Она простит. Воля солнца ясна! Спасибо тебе, дикарка! Озари, солнце, твой путь! Отлично. Наконец-то меня перестали называть изгоем. Какая я Теперь дикарка. Ну, прогресс, блин. Изгой, дикарка. Что за люди, что за народ? В свете полуденного солнца тени исчезают. Золотые слова. Кажется, Элида тут кое-что оставила. Посмотрите сад. Что это в бутылке? Что это в бутылке? О, пахнет как зола и тухлые яйца. Лучше вылить. Буэ. Это ведь чтобы далеко смотреть. Зачем держать такую штуку в саду? Чтобы далеко смотреть. Видимо, она работала в саду. Тут что-то зарыто. Нет, что-то выкопали. Должен был остаться след. Так, опять последуйте. Остерегайся торговцев озера. Какие оригинальные квесты. Лепестки? Зачем ей вносить цветы из собственного сада? Ты нашла что-нибудь в саду? Пока ничего. Я сообщу. Кто это сказал? У меня всегда лучшие товары. Она сразу бросилась в бой и заслонила нас. Посмотри на товары. След из лепестков обрывается здесь. У Так-так. воды. Может, отец был прав, просто искал не там. Веревки, чтобы привязывать лодку, которой нет. Может, она отправилась на тот остров? Придется мне поплавать. На который? Так. Ну, поплавать так поплавать, ладно.
Скоро мне это понадобится. Лодка. Я не ошиблась. Такс. Лови. 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 Не подходи, тут опасно. Случилось? Прекрасно. Этого мне надолго хватит. Ну давай. Кто ты? Где ты научилась так драться? Что ты вообще здесь делаешь? Может, для начала сама ответишь на пару вопросов? Что ты делаешь на этом острове? Я хотела побыть одна. Ты знаешь, что твой отец в панике? Я даже не думала, что он вообще заметит. Он весь город поднял на уши и переживает. Меня задержал Щелкозуб. Ты с ним справилась, спасибо. Теперь все хорошо. Зачем здесь цветы? Да просто так. Чтобы нам тут было уютнее. Всем нам. Кому нам? Тут кто-то еще есть? Нет. Нет. Я просто хотела вот так удивить друзей. Тут никого нет, сама видишь. Странно. Давай я отведу тебя в деревню. Мне нужно закончить с цветами. Еще немножечко. Не волнуйся за меня, я скоро. Знаешь, я тогда тоже тут побуду. Осмотрюсь. Зачем? Не надо? Нет, надо. Очень странно. Тут постелено на двоих. Хм. И чашки. Она точно тут не одна. Значит, у Элиды есть друг. Так. Элида, если ты хотела побыть одна, почему постелено на двоих? Только теперь не лги мне. Клянусь солнцем, я не знаю, где он. Кто? Атрал. Он дает мне знак, когда можно встретиться. Но его тут нет. Кто это Атрал? Мы дружим с ним с детства. Я сажала цветы в саду, а он вечно пугал меня червями. Я злилась. А потом мы стали встречаться здесь. Все стало по-другому. Мы разговариваем, вместе цветы посадили. Я так жду наших встреч, будто я мертва и оживаю только когда он рядом. Знаешь, как это? Нет, я не знаю. Но зачем держать это в тайне? Понимаешь, Атрал воин Кархатьмы. На заставе, на том берегу озера. Даже видится уже измена. Как сказать отцу и всем остальным? А как вы додумались тут встречаться? Мы играли здесь с детьми. Потом я стала приходить сюда одна. И как-то застала его тут. Он так и обрадовался. Мы стали играть, как в детстве, но война изменила его. И меня тоже. Мы уже были не дети. Мы стали встречаться тайком. Он разводил костер, чтобы подать мне сигнал о новой встрече. Но вчера... Он не пришел. Я ждала всю ночь и весь день. Никто не пришел, только ты. Все, хватит. Тебе пора домой. Пожалуйста. Прошу, раз уж ты здесь, поищи Атрала. Он развел костер на соседнем острове. Если я пойду, его убьют.
перемирие нарушится. Ты, Нора, тебе можно? Я не хотела, чтобы так вышло. Я не хотела. Я поищу его, если ты вернешься домой к отцу. Ладно. Но я буду тебя ждать. Не могу спать. Не могу дышать от мысли, что Атрал ранен. Ладно, ладно. Еще поплаваем. Здесь разводили костер. И где он? Судя по всему, тут была драка, и кого-то потащили прочь. Секундочку. Говорили, еще один палец запрет. Кому подавал сигнал? Похоже, это Атрал. Сколько можно кричать? Там многовато охраны. Сюрприз! Меня зацепило! Вот ты где! Вот я где. Бум. Мы убьем всех неверных! Во имя Итамина! Это даже раной назвать нельзя! Да-да-да, по одному спускайтесь. Пусть Молодцы. это принесет мне победу! Надо хватать и бежать. Куда бежать? Куда никто не побежит. Мы сейчас все разрулим. Атрал. Ты Атрал? Я от Элиды. Элида. Хотел позвать ее сбежать со мной. В далекие края. Туда, где в свете солнца ни одна тень нас не настигнет. Но это пустые мечты. Меня бы нашли. Теперь я знаю. Элида. Скажи ей, я не выдал наш остров. Ее не найдут. Отдай ей. Скажи, оно того стоит. Атрал.
Бедный Атрал. И бедная Элида. И бедные все мы. Наверху ничего нет. Возвращаемся. Да, ему не удалось убить Короля Солнца. Но это не значит, что он невиновен. Он должен заплатить за свои преступления. Нам бы лучше сражаться с машинами, а не торчать тут. Не говори. Я уже поняла. Его схватили Карха Тьмы. Но знай, он тебя не выдал. Он передал тебе этот ключ. Он подарил мне замок. Сказал, наши жизни скованы. Спасибо за ключ. Спасибо тебе за все. Он сказал, оно того стоило. Всего этого. Ты как? Я? Уже не важно. Что ты собралась сделать? Элида, нет, послушай. Послушай. Я не представляю, что ты чувствуешь. Но помни, ты не одна. Твой отец так испугался, что ты погибла. Испугался? Для него я просто кукла, чтобы любоваться. Нет. Теперь я осталась одна. Нет, не стоило. Постой. Атрал сказал не совсем так. Не оно того стоило, а оно того стоит. Всего этого. Трудно смириться с утратой. Но эта боль напоминает о связи с другими. С Атралом. С твоим отцом. Атрал хотел бы, чтобы ты это помнила и жила. Я уверена. Ты справишься? Я попытаюсь. Если я позову твоего отца, ты с ним поговоришь? Хорошо. Смену за брата. Клянусь солнцем, он наверняка сейчас... Да, я должен был наградить тебя за твою доброту. Что? Что-то не так? Вы нужны Элиде. Идите. Выслушайте ее прямо сейчас. Да-да, конечно. Зря я согласился отстоять смену за брата. Клянусь солнцем, наверняка он сейчас... Побежал. Нечего меня расспрашивать, даже если ты потерялась. Я стражник, а не городской. Будут Это говорить. из-за Атрала. Мы с ним были вместе. 37 уровень. Я не хотела, чтобы... Между прочим. Да, я его помню. Вы тогда оба были не выше цветов в саду твоей матери. Но он ушел на запад. Они не знают про нас. Он не сказал, даже когда. Ох, Элида, подписывая все эти бумаги, я думал, моя работа хранит тебя от этой войны. Глупые бумажки. Я ведь мог тебя потерять. Прости меня, отец. Мне так жаль, что я все это время не понимал тебя. Но я исправлюсь. Спасибо, что дала мне второй шанс. Ну, поговорили типа. Что у нас еще осталось? Это охотничье угодье опять. Идите 3 испытания. Это фигня, неинтересно. Так, это далековато, это рядом с сюжетным квестом. Это тоже, это насчет брони.
И это насчет босса. Ну, давайте попробуем этого босса победить. В прошлый раз он был мне не по уровню, сейчас уже по уровню. Может, в этот раз получится получше. И навык. Бумс. Если не получится, тогда на этом на сегодня будем, наверное, закругляться. Так, я его уже вижу. Как бы спуститься и ничего себе не сломать. Ну да. Ну да, конечно. Чуть не убился. Называется, чуть не сломал. Сломал, еще как сломал. Так, сразу с бомбочек начинаем. Лазей. Вот же паршивец. Ну, неплохо, половина уже. Хорошие бомбочки. Да хорош. Вот и все. Даже на стрелы не пришлось переключаться, одними бомбочками справились. Красота. А вот в прошлый раз, когда мы к нему приходили, он меня просто вынес. А сейчас просто бомбочками закидали и все, и дело в шляпе. Так, где квест? Квест надо сдать. Еще один очередной на сегодня. Я никогда не видел таких машин. О, и таких смелых охотников. Возьми. Это из наших запасов, но никто не станет возражать. Ты заслужила. Да пребудет с тобой свет, дитя. Особенно, когда будешь драться с подземными чудищами. Я видел и лучше. Ей. Я уже даже сбился со счету, сколько мы за сегодня доделали квестов. На прошлом стриме немало сделали, сегодня еще немало сделали. Мы молодцы, молодцы. Сюжетку сегодня попроходили, и допы доделали. Почти все. Остались только вот эти два. Один это костюм, второй это там рядом сюжетно далеко. Это охотничьи угодья, это, наверное, мы не считаем, это фигня. Значит, осталось только два. Один дополнительный и сюжетный. Вот это дополнительный и вот это сюжетный. Оба они находятся вот тут. Рядом с которыми быстрого перемещения у меня пока нет. Вот тогда направимся вот в эту часть на следующем стриме. Не знаю, сюжетка там направит меня в вот эти земли или мы ограничимся только вот этой частью. Потому что, насколько я думал, что это территория DLC. Но раз уж квест нам направляет прям к самой границе, то может быть и не только DLC в этих землях будет, но и сюжетка. Ну, посмотрим. В любом случае, это уже, наверное, на следующий стрим мы оставим.
Посмотрим. Вряд ли он будет финальным, конечно же. Скорее всего, мы опять будем весь стрим именно по сюжетке идти. Так как допы мы почти все уже сделали, там прям совсем чуть-чуть осталось. По крайней мере, вот этот один точно. А там, не знаю, откроются ли еще какие-то новые по ходу того, пока мы будем идти по сюжетке дальше. Если не откроется, тогда и дополнительного уже ничего и не останется. А на сегодня будем тогда, думаю, закругляться. Мы где-то 3 часа с чем-то поиграли. Первая часть, которая разделилась, была где-то 1,5 часа. И эта часть тоже вот 1:40. В общем, где-то вышло 3 часа с чем-то как раз. Неплохо. Учитывая, что как раз, как я сказал, прошли кучу дуб-квестов, сюжетку прошли немного, продвинулись. Кстати, еще раз гляну, сколько там по процентам. 65%. Великолепно. Прогресс идет. Это самое главное. Надеюсь, до 20 числа, повторюсь, успеем. Надеюсь. По идее, должны. Если теперь будем только по сюжетке идти. Так как еще парочку стримов, как минимум, до 20 числа по Horizon будет. Еще раз, два... Еще 3 или 4 стрима должны быть до 20 числа у меня. Если Horizon успеем пройти меньше, чем за 3 стрима, то еще там какой-то стрим, который успеется, то будет уже не по Horizon. А уже с 20 числа там, понятное дело, уже будет не Horizon. И вообще ничто другое, кроме Сталкера. Все. Что-то я разбубнился, много слов. Давайте прощаться на сегодня. Спасибо всем, скажу, кто заходил на сегодняшний стрим, кто ставил лайки, кто, может, смотрел или слушал молча этот стрим. Первую или вторую его часть. Всем спасибо. Также, кто запись этот стрим будет смотреть, вам тоже. Увидимся на следующем стриме, который будет, не знаю, послезавтра или пятницу. Завтра, скорее всего, не будет. У нас и сегодня такой неожиданный утренний был стрим, который я тоже не особо планировал. Мало ли что там в будущем опять произойдет. Все. Всем удачи, всем пока.